Привет. Серое царство медленно поглощает Ханьли изнутри, и теперь каждое принятое решение может стать либо спасением, либо точкой невозврата. Во-первых, маскировка достигает нового уровня дерзости. Союзник устраняет местного аристократа и присваивает его личность, и теперь оба проникают в самую закрытую элиту серого царства под видом покорных слуг. Чужой пропуск открывает двери, куда иначе не войти никогда. Но элита задает неудобные вопросы, и время этого спектакля строго ограничено. Во-вторых, сама природа мира становится смертельным врагом. Темная энергия серого царства медленно проникает в тело Ханьли, провоцируя физический распад, как яд, который не убивает сразу, а методично переписывает жертву изнутри. Специальные пилюли лишь оттягивают неизбежное. Среда неумолимо превращает его в местного мутанта. 1000 лет до точки невозврата звучит как вечность, но каждый потраченный ресурс сокращает этот запас. И, наконец, случайная встреча открывает два пути, и оба опасны. Старый знакомый передает артефакт-компас для поиска пути домой и упоминает священный пруд очищения, способный выжечь любую скверну. Но тут же категорически отговаривает использовать его для лечения распада. Если это ультимативное лекарство, почему запрет такой жесткий? Что скрывает пруд за обещанием исцеления? Билет домой или запретное спасение? Ханьли должен выбрать, и оба варианта могут убить. А теперь слушаем дальше. Глава 711. Риск. Адский регион – самый консервативный и самый жестокий из трех главных сил Серого Царства. Даже существа из других регионов Серого Царства не могут туда попасть, не говоря уже о ком-то из Царства Бессмертных, подобном тебе. «Если ты войдешь в адский регион и тебя раскроют, то ты погибнешь», — объяснил Байли Янь. «Я слышал о трех главных силах Серого Царства, но так и не узнал, что они собой представляют. Не могли бы вы просветить меня, лорд Да Байли?» — спросил Ханьли. «Полагаю, это не повредит. В Сером Царстве регионы, подконтрольные мастеру Дворца Реинкарнации, считаются радикальной фракцией, и они выступают за объединение сил Серого Царства, чтобы напасть на Царство Бессмертных. Консерваторы — это регионы, возглавляемые Адским регионом, и они считают, что именно регион реинкарнации виноват в том, что силы Царства Бессмертных постоянно вторгаются в Серое Царство. Следовательно, они предлагают объединить силы Серого Царства, но не хотят нападать на Царство Бессмертных. Что касается третьей фракции, то это регионы, возглавляемые регионом Черного Каната, и они хотят сохранить статус-кво, чтобы все оставалось, как есть, объяснил Байли Янь. Понятно. Почему у них у всех такое разное отношение к Царству Бессмертных? — спросил Ханьли. В основном, это связано с составом разных фракций. Регион реинкарнации состоит в основном из бессмертных трех трупов, которые очень сильно привязаны к Царству Бессмертных, поэтому, естественно, хотят туда вернуться. Адский регион в основном населен коренными серыми бессмертными, которые хотят защитить свою территорию и избежать конфликта с Царством Бессмертных. Что касается региона Черного Каната, то большинство его жителей тоже коренные серые бессмертные, но они против автократического правления Адского региона и не доверяют бессмертным трех трупов из региона реинкарнации, поэтому они застряли где-то посередине, объяснил Байли Янь. А кто такие эти бессмертные трех трупов, о которых вы говорите, лорд Да Байли? — спросил Ханьли. Прежде чем культиватор стадии Великого Объединения станет в Царстве Бессмертных предком Даа, он должен отделить 3 трупные души, чтобы отречься от всех своих мирских уз, и то, что отделяется, называется 3 трупами, большинство из которых состоит из самых глубоких привязанностей, которые развиваются у культиватора стадии Великого Объединения во время их пути совершенствования. Будучи отделенными, эти 3 трупа становятся врагами совершенствующихся, от которых они были отделены, и, по некоторым причинам, эти 3 трупа попадают в Серое Царство, становясь бессмертными 3 трупов, объяснил Байли Янь. У Ханьли все еще было много вопросов по этой теме, но как раз в тот момент, когда он собирался их задать, Байли Янь махнул рукой и продолжил. Отделение 3 трупов — это секретная и запретная тема, о которой ни один культиватор на стадии Великого Объединения не будет говорить. Я все еще далек от этого уровня, поэтому очень мало знаю об этом и не смогу ответить на ваши вопросы. То есть, вы хотите сказать, что Адский регион — это вариант, который я, определенно, не должен рассматривать? С кривой улыбкой спросил Ханьли. Раньше ты никак не смог бы попасть в Адский регион.
Сейчас ты, возможно, и сможешь туда попасть, но твои шансы найти пруд очищения от зла практически нулевые, не говоря уже о смертельной опасности, связанной с тем, чтобы окунуться в него, покачав головой, ответил Байли Янь. По правде говоря, мой распад зловещей Ци довольно необычен, и я уже перепробовал много способов решить эту проблему, но безуспешно, поэтому, возможно, пруд очищения от зла — это моя последняя надежда достичь стадии высшего зенита. Если есть способ попасть в адский регион, то, пожалуйста, расскажите мне, и я буду вам очень благодарен, с серьезным выражением лица сказал Хань Ли, сложив кулак в приветственном жесте. Байли Янь, услышав это, надолго замолчал, по-видимому, борясь с внутренним конфликтом. Хань Ли не стал его торопить и просто терпеливо ждал ответа. «Будь, что будет. Я уже рассказал тебе много секретов, которые не должен был раскрывать, но я твой должник, и я уверен, что ты не связан с Небесным двором, поэтому я расскажу тебе, что ты хочешь знать. Я пришел в город безмятежного проса, чтобы попытаться заручиться поддержкой региона Черных Зубов от имени региона реинкарнации. Моя цель — получить их голоса на предстоящей конференции 3 регионов, которая пройдет в городе Асура в адском регионе, наконец, после длительных размышлений, сказал Байли Янь. В таком случае, смогу ли я сопровождать вас в адский регион и посетить эту конференцию? Спросил Хань Ли, и его глаза слегка загорелись. Конференция 3 регионов очень сильно влияет на отношение Серого Царства к Царству Бессмертных, поэтому это очень важное событие. В данный момент мне поручено наладить контакт с еще большим количеством нейтральных регионов, подчиняющихся региону Черного Каната, таких как этот регион Черных Зубов, чтобы попытаться обеспечить региону реинкарнации преимущества. Вдобавок ко всему, ты не являешься настоящим членом Дворца реинкарнации, поэтому я не могу взять тебя с собой, покачав головой, ответил Байли Янь. Понятно. В таком случае, у меня, похоже, есть другое решение. Видя, что вы здесь, чтобы заручиться поддержкой монарха Миагаа, регион Черных Зубов, безусловно, посетит конференцию, поэтому я могу просто поехать с ними в адский регион, сказал Хань Ли. Ты, правда, хочешь отправиться в адский регион? Эта конференция, безусловно, предоставляет возможность, но в то же время племена адского региона, безусловно, усилят защиту пруда очищения от зла. Ты очень сильно рискуешь, с беспокойством предупредил Байли Янь. «Будьте уверены, лорд Да Байли, я уже принял решение», — с улыбкой кивнув, ответил Хань Ли. Байли Янь видел, что Хань Ли не отговорить, поэтому он с улыбкой сказал. «Товарищ Даос Хуянь всегда умел находить таланты, и он говорил мне, что тебя ждет великое будущее». Сказав это, я никогда не думал, что мы снова встретимся при таких странных обстоятельствах. Он сейчас живет припеваючи, а нам приходится бороться за выживание. К счастью, я узнал у него много рецептов приготовления вина, так что у меня все еще есть приличный запас вина. «Не хотите выпить со мной, лорд Да Байли?» С улыбкой спросил Хань Ли. «С удовольствием». С широкой улыбкой ответил Байли Янь. Они вдвоем проболтали почти до рассвета, и только тогда разошлись. Вскоре после этого Байли Янь покинул город безмятежного проса. В тот же день Мяо Сю снова посетила Мо Гуана, сообщив ему, что она собирается сопровождать своего отца в город Асура, чтобы посетить конференцию 3 регионов. По указанию Хань Ли, Мо Гуан немедленно проявил интерес к этой конференции, попросив разрешения сопровождать Миагаа на конференцию и, заодно, попутешествовать по адскому региону. Мяо Сю не сразу согласилась на это предложение. Вместо этого она заявила, что сообщит об этой просьбе Миагаа и оставит решение за ним. Вскоре после этого она вернулась, чтобы сообщить Мо Гуану, что Миагаа согласился на его предложение. Хань Ли изначально был немного озадачен, но затем быстро понял причину такого решения Миагаа. Регион Нирарбуды, который напал на них во время фестиваля Тамда, был небольшим регионом, подчиняющимся адскому региону, что указывало на то, что в преддверии конференции отношения между регионами были немного напряженными. Если троица Хань Ли будет сопровождать их в поездке в адский регион, то у них будет дополнительная защита, что, безусловно, было хорошо. Однако, из-за того, что на конференцию прибывало большое количество племен, до назначенного времени сбора оставалось еще время, и до того момента, как они должны были отправиться в адский регион, оставалось почти полгода. Несколько месяцев спустя. Наконец, настал день отправления. На площади перед поместьем монарха стояла огромная трехэтажная лодка, и это была та же самая лодка, на которой путешествовали Хань Ли и остальные, но похожие на лошадей звери, которые тянули лодку, были гораздо крупнее, чем в прошлый раз, и у каждого из них было 3 пары крыльев, а не 2. Из входа в поместье вышли Хань Ли, Ши Чуанькун, Мо Гуан, Миагаа, Мяо Сю и седовласый мужчина с крючковатым носом. «Товарищи даосы, мы отправимся в город Черных Зубов, чтобы встретиться с монархом региона, а оттуда мы все вместе отправимся в адский регион», сказал Миагаа, обращаясь к троице Хань Ли. «Мы просто присоединились к вашему путешествию, поэтому будем полагаться на ваше руководство, монарх Мяо», с улыбкой ответил Мо Гуан,
в то время как Хань Ли и Ши Чуанькун промолчали, продолжая изображать послушных слуг. Эта конференция — очень важное событие, к которому все регионы относятся очень серьезно. «Пожалуйста, примите эти значки приглашенных старейшин, чтобы во время конференции к вашим личностям не было вопросов», сказал Мяга, привернув руку, чтобы достать 3 черных значка. Троица Хань Ли приняла значки, прежде чем выразить свою благодарность, после чего Мо Гуан спросил: «Монарх Мя, могу я узнать, как долго нам потребуется, чтобы добраться до города Черных Зубов?» Город Черных Зубов находится в самом сердце региона Черных Зубов. Эти шестикрылые рогатые кони будут гораздо быстрее своих четырехкрылых собратьев, но, тем не менее, нам все равно потребуется более 10 лет, чтобы добраться до места назначения, ответил Мяга. Мо Гуан, кивнув, согласился, а Хань Ли, услышав это, слегка нахмурился. Он всего несколько лет находился в Сером Царстве, но в его теле уже накопилось достаточно зловещей ци, чтобы вызвать волнение в его бессмертных акупунктурных точках. Если бы ему не удалось найти способ решить эту проблему, то путешествие длительностью более 10 лет было бы для него очень тяжелым. «Давайте все поднимемся на корабль», — сказал Мяга, жестом приглашая Мо Гуана, и только после того, как Хань Ли, Ши Чуанькун и Мо Гуан поднялись на лодку, он тоже сделал это. Молодой человек в серой мантии подошел к передней части корабля, прежде чем сделать ручную печать, и рогатые кони тут же взлетели. Мя Сю устроила для Хань Ли и его спутников жилье, и это были те же комнаты, в которых они останавливались в прошлый раз. Как только Хань Ли вошел в свою комнату, он тут же закрыл дверь и, установив несколько слоев ограничений, взмахнул рукавом, чтобы призвать Дао Се, после чего распорядился: «Пожалуйста, присмотри за мной, брат Се». Дао Се кивнул в ответ, и Хань Ли, создав серебряную дверь света, вошел в домен ветви цветка. Находясь в домене ветви цветка, его тело не будет соприкасаться с зловещей ци извне, что значительно замедлит накопление зловещей ци в его теле. Сев в секретной комнате, скрестив ноги, Хань Ли привернул руку, чтобы достать кучу ингредиентов для пилюль подавления зла. Он собрал много дополнительных ингредиентов, необходимых для изготовления пилюль подавления зла, и теперь, когда у него были кристаллы таинственной Зоисии и цветы горького украшения, он, наконец, мог начать изготавливать еще пилюль подавления зла. Подготовив все ингредиенты, Хань Ли не стал сразу же приступать к изготовлению пилюль. Вместо этого он перевернул руку, чтобы достать карту региона Черных Зубов, и провел пальцем по маршруту между городом Безмятежного Проса и городом Черных Зубов, после чего на его лице появилась легкая улыбка. После этого он убрал карту и закрыл глаза. Глава 712. Сабля двухголовой лисы. Прошло полгода. Одной ночью Хань Ли вышел из домена ветви цветка в своей комнате на лодке. Дао Се сидел на полу, скрестив ноги, и, увидев Хань Ли, тут же встал. «Брат Се, пожалуйста, продолжайте присматривать за мной и сразу сообщите мне, если кто-нибудь придет», сказал Хань Ли Дао Се, а затем сделал ручную печать, прежде чем, размытой тенью, вылететь из комнаты. Ограничения в комнате сами собой приоткрылись, чтобы он смог пройти сквозь них, и Хань Ли вышел в темноту. На корпус лодки снаружи было встроено несколько флуоресцентно-белых камней, но белый свет, который они излучали, был очень тусклым и не мог рассеять тьму. На палубе лодки не было ни души, кроме мужчины в серой мантии, который управлял ею. Вокруг лодки было черное ограничение, которое мерцало туманным черным светом, и Хань Ли, взглянув на мужчину в серой мантии, а затем на черное ограничение, полетел к нему. В тот момент, когда он соприкоснулся с ограничением, его тело превратилось в облако слабого тумана, которое быстро прошло сквозь черное ограничение, не вызвав никаких волнений. Затем туман сошелся, снова образовав тело Хань Ли, и он, быстро спустившись, достиг земли. Внизу была огромная степь, которая все еще была частью степи шести лун, и земля слегка волнилась. Хань Ли перевернул руку, чтобы достать свою карту степи шести лун, одновременно высвободив свое духовное чувство, чтобы осмотреть окрестности, и, как только он, в определенном направлении, улетел прочь, на его лице тут же появилось радостное выражение. Почти час спустя впереди появилось болото, наполненное пузырящейся черной грязью, и из глубин болота время от времени поднимались порывы леденящего ветра. В воздухе висело облако серого тумана, от которого исходил едкий серный запах. «Это то самое место», — пробормотал Хань Ли про себя, без колебаний полетев вглубь болота. Это было бескрайнее болото в степи шести лун, где можно было найти траву горького украшения. Бескрайнее болото как раз находилось на пути из города Безмятежного Проса в город Черных Зубов, что давало Хань Ли возможность собрать немного травы горького украшения. Как только он начнет изготавливать пилюли подавления зла, ему потребуется 2-3 года, чтобы завершить этот процесс, поэтому он все это время откладывал это дело. Сделав глубокий вдох, он еще больше ускорился, быстро пролетев вглубь безграничного болота. Ледяная ци здесь была невероятно обильной,
и температура воздуха быстро падала. Хань Ли медленно осмотрел окрестности своим духовным чувством, и вскоре его глаза загорелись, когда он, полетев в определенном направлении, спустился перед небольшим холмиком земли. Рядом с холмиком земли росли 3 травы горького украшения, каждая из которых была высотой около 30 сантиметров. На лице Хань Ли появилась легкая улыбка, когда он взмахнул рукавом, чтобы высвободить вспышку лазурного света, но как раз в тот момент, когда вспышка лазурного света уже собиралась вырвать с корнем 3 травы горького украшения, сбоку внезапно выстрелила черная тень с невероятной скоростью, бросившись на левую ногу Хань Ли. Раздался глухой удар, когда над ногой Хань Ли появился лазурный световой барьер, который остановил черную тень, отбросив ее назад. В то же время из рукава Хань Ли выстрелила полоса лазурного света меча, которая рассекла черную тень надвое. Как оказалось, тенью была маленькая черная змея с треугольным мясистым наростом на голове. Ее пасть была полна загнутых зубов, и, несмотря на то, что ее рассекли надвое, она, вместо того, чтобы сразу же погибнуть, продолжала извиваться на земле. Хань Ли не обратил на змею внимания, вырвав с корнем 3 травы горького украшения, прежде чем убрать их и продолжить свой путь. Несколько минут спустя его глаза загорелись, когда он подлетел к пруду, в котором были еще 2 травы горького украшения. Он тоже убрал эти 2 травы горького украшения, а затем продолжил свои поиски. В одно мгновение пролетели почти сутки, и небо начало светлеть. Хань Ли, выглядя довольно уставшим, но с возбужденным блеском в глазах, вылетел из гигантского кратера размером в несколько километров, который находился в глубине болота. В результате поисков ему удалось собрать почти 100 трав горького украшения, что было огромным уловом. С таким количеством травы горького украшения ему не пришлось бы беспокоиться о том, что она у него закончится, и, как только он вернется в царство истинных бессмертных, эта трава горького украшения принесет ему огромную прибыль. В болоте все еще было много травы горького украшения, но он уже провел здесь целую ночь, поэтому не мог продолжать поиски. Хань Ли сделал глубокий вдох, и усталость на его лице немного утихла. Он потратил немного времени, чтобы определить местонахождение лодки, а затем отправился в том направлении. Однако он не успел далеко улететь, как в его голове внезапно раздался оглушительный грохот, и все его тело начало неконтролируемо дрожать. Из всех его внутренних органов начало подниматься чувство тошноты, и вся кровь в его теле начала приливать к сердцу. Он поспешно направил свои искусства совершенствования, чтобы подавить волнение в своем теле, и как раз собирался осмотреть окрестности, как вдруг все неприятные ощущения, которые он испытывал, внезапно исчезли, как будто это было не более чем плод его воображения. Он, слегка дезориентированный, остановился, а затем начал осматривать окрестности своим духовным чувством, но не обнаружил ничего необычного. На его лице появилось задумчивое выражение, когда он медленно полетел обратно тем же путем, которым пришел, и вскоре чувство тошноты снова появилось. Хань Ли, с нахмуренными бровями, подавляя чувство дискомфорта, начал осматривать местность внизу и своими глазами, и духовным чувством, и его взгляд быстро упал на один пруд. Это и было источником его дискомфорта. Хань Ли немного полетал вокруг пруда, и он обнаружил, что чувство тошноты возникает только тогда, когда он входит в область радиусом около 90 метров от пруда. Поверхность пруда была очень спокойной, и, немного поколебавшись, Хань Ли не смог подавить свое любопытство и нырнул в пруд. Пруд был не очень глубоким, и он быстро достиг дна, которое было довольно плоским, и на земле лежала груда камней. Все эти камни были разной формы и размера, но все они были черного цвета, и на их поверхности были какие-то странные узоры, указывая на то, что это были не просто какие-то обычные камни. На дне пруда тошнота, которую испытывал Хань Ли, еще больше усилилась, и причиной этого была та куча черных камней. Внезапно он взмахнул ногой, выпустив в сторону кучи черных камней вспышку лазурного света в форме полумесяца, которая, разбросав их, открыла то, что было под ними. Как оказалось, под камнями в землю была воткнута черная сабля. Сабля была полностью черного цвета и напоминала кусок обугленного дерева. Было невозможно сказать, из какого материала она была выкована, а на гарде сабли была выгравирована пара страшных лисьих голов. Лезвие сабли было довольно большим и слегка изогнутым, а по всей длине сабли, от рукояти до острия, шла темно-красная линия. От сабли исходила огромная, тошнотворная аура, которая была в несколько раз сильнее, чем тогда, когда сабля была погребена под кучей камней. Хань Ли, значительно побледнев, сделал шаг назад, и только после того, как он создал вокруг себя барьер из золотого света, чувство тошноты немного утихло. Он, глядя на черную саблю, слегка нахмурился. С тех пор, как он попал в Серое Царство, все здесь было либо черного, либо белого, либо серого цвета, и темно-красная линия на сабле была первым случаем, когда он увидел в этом царстве какой-либо другой цвет. Немного подумав, он направил на саблю свое духовное чувство, и, как только они соприкоснулись, вспышка холодной силы тут же поглотила его духовное чувство. Хань Ли еще больше побледнел, когда вспышка мучительной боли пронзила его сознание, и ему показалось, будто у него оторвали кусок плоти.
В то же время над саблей появился черный свет, и в черном свете появилось несколько искаженных человеческих лиц, которые издали безумные ревы. Из сабли вырвался поток невероятно злой силы, который по этой струйке духовного чувства потек прямо в сознание Хань Ли. Его чистое и светлое сознание мгновенно потемнело и стало серым, и появились нити черного света, которые пронзили его душу. В его теле возникло чувство сильной тошноты, из-за чего ему показалось, будто все его органы восстали против него, а его чувства затуманились. Хань Ли, исказив лицо, судорожно сглотнул и поспешно начал отступать, изо всех сил высвобождая свои силы закона времени, что позволило ему сдержать эту вспышку злой силы. Вскоре его духовное чувство вернулось в норму, и он, тяжело дыша, продолжал отступать, остановившись только после того, как оказался как можно дальше от сабли. Из вспышки злой силы раздался возмущенный рев, и она медленно вернулась обратно в черную саблю. Что это, черт возьми, за штука? Она не только может поглощать духовное чувство, но и напрямую атаковать душу. Даже с невероятной силой Хань Ли он чуть не стал жертвой этой вспышки злой силы. Как раз в этот момент из двухголовой лисы на гарде сабли вырвалась вспышка белого света, которая мгновенно распространилась по всей сабле, после чего раздался заинтересованный голос. Не думал, что в Сером Царстве кто-то сможет освоить законы времени. Черный свет, исходящий от сабли, недолго и недовольно сопротивлялся, но в конечном итоге был подавлен белым светом и полностью исчез. Сразу же после этого из двухголовой лисы вышла нечеткая белая человекоподобная фигура. Человекоподобная фигура напоминала мужчину средних лет, и он с любопытством наблюдал за Хань Ли. На мужчине была белая мантия, и он выглядел немного неряшливо, но, тем не менее, он был довольно красив. Глава 713. Заключение сделки. Хань Ли, увидев проекцию в белой мантии, слегка удивился. Этот человек показался ему знакомым, но он не мог вспомнить, где именно его видел. А, понятно, так ты, людской культиватор из царства бессмертных. Как смело с твоей стороны отправиться в Серое Царство, с улыбкой заметил мужчина в белой мантии. Хань Ли, услышав это, был поражен, и он немедленно спросил. «Кто ты?» Его маскировка была практически идеальной, но этот человек смог разглядеть его в мгновение ока. Несмотря на то, что он вышел из черной сабли, мужчина в белой мантии, похоже, не испытывал к нему никакой враждебности. «Кто я?» «Хороший вопрос. Можешь называть меня Ши Цинхоу», с легкой улыбкой ответил мужчина в белой мантии. «Может быть, ты дух этой сабли?» Спросил Хань Ли. В то же время он просматривал все писания Серого Царства, которые он прочитал, но не мог вспомнить такого имени, и он не был уверен, настоящее ли это имя. Услышав это, в глазах Ши Цинхоу промелькнул проблеск негодования, но затем он тут же исчез, и он ответил. «Дух сабли. Пожалуй, можно и так сказать». Хань Ли заметил легкое изменение в выражении лица Ши Цинхоу, но ничего не сказал. Как раз в тот момент, когда он собирался задать еще один вопрос, Ши Цинхоу поднял руку, чтобы остановить его, и сказал. «Ты уже задал мне 2 вопроса, теперь моя очередь задавать вопросы, верно?» Хань Ли, услышав это, слегка удивился, а затем ответил. «Полагаю, это будет справедливо. Спрашивайте. Мои вопросы похожи на те, что ты только что задал мне. Кто ты и зачем ты здесь?» Говоря это, в глазах Ши Цинхоу внезапно появился острый блеск, и из его тела вырвалась грозная аура. Черный свет, исходящий от сабли, тоже значительно усилился, и в нем появилась проекция гигантской двухголовой демонической лисы, которая злобно смотрела на Хань Ли, словно собиралась разорвать его на части. Хань Ли, перед лицом этой демонстрации силы со стороны Ши Цинхоу, остался совершенно невозмутим, и он ответил. «Меня зовут Ли Хань, и я попал в Серое Царство совершенно случайно. Я исследовал одну секретную область в Царстве Бессмертных, когда меня затянуло в пространственный вихрь, и так я оказался здесь». Ши Цинхоу, услышав это, слегка нахмурился и, казалось, пытался определить, говорит ли Хань Ли правду или нет. Ши Цинхоу долго смотрел на Хань Ли, прежде чем, наконец, ответить. «Я не знаю, говоришь ты правду или нет, но мне не кажется, что тебя послал сюда Ин Чин Цуань. В таком случае мы не враги». В то же время он взмахнул рукавом, и грозная аура, исходящая от его тела, исчезла, как и черный свет, испускаемый древней саблей. Хань Ли, услышав это, поднял бровь. Он понятия не имел, кто такой этот Ин Чин Цуань, но в данный момент у него были более насущные вопросы. «Я ответил на 2 ваших вопроса, теперь моя очередь спрашивать. Что это за черная сабля?» Спросил Хань Ли. «Ты не знаешь, что это такое? Полагаю, это имеет смысл, учитывая, что ты осмелился соприкоснуться с ней своим духовным чувством.
Это еще одно подтверждение того, что тебя не послал сюда Ин Чин Цуань, кивнув самому себе, ответил Ши Цинхоу, после чего на его лице появилось задумчивое выражение. Вы так и не ответили на мой вопрос, напомнил Хань Ли. Этот клинок называется «Сабля кровавого облика небесной лисы», и души всех, кого он убивает, навечно остаются в ловушке внутри него, не имея возможности войти в цикл реинкарнации. К этому моменту он забрал бесчисленное множество жизней и в результате накопил огромное количество зловещей ци и озлобления. Ты уже сам это испытал, поэтому я уверен, что мне не нужно говорить тебе, насколько ужасен этот клинок, объяснил Ши Цинхоу. Похоже, это невероятно мощное сокровище. У Хань Ли было еще много вопросов, но он воздержался от того, чтобы их задать, поскольку теперь была очередь Ши Цинхоу. Я могу воспользоваться твоими силами закона времени. Как насчет сделки? Внезапно предложил Ши Цинхоу. Какой сделки? Спросил Хань Ли, слегка прищурившись. Будьте уверены, я не желаю вам зла. Сделка, которую я предлагаю, будет выгодна нам обоим, с улыбкой заверил Ши Цинхоу, а затем взмахнул рукавом, чтобы выпустить вспышку белого света, которая в мгновение ока исчезла в земле рядом с саблей кровавого облика небесной лисы. Земля тут же загудела, и поверхность в радиусе более 30 метров вокруг сабли медленно поднялась на 15 сантиметров, образовав круглую каменную платформу. Грязь на платформе быстро осыпалась, открыв серый каменный материал, и на поверхности всей каменной платформы было выгравировано бесчисленное множество черных узоров, которые образовали сложную формацию. Из формации начали подниматься вспышки чернильно-черного света, которые затем быстро начали растекаться во всех направлениях, сопровождаемые душераздирающими воплями и криками. В центре формации была воткнута сабля кровавого облика небесной лисы, и, похоже, она была там запечатана. Увидев это, в глазах Хань Ли появилось удивленное выражение. Он только что осмотрел эту область своим духовным чувством, но совершенно не заметил эту формацию. В отличие от формации Царства Бессмертных, это было ограничение, которое можно было найти только в Сером Царстве. Хань Ли читал несколько книг о формациях Серого Царства, но его понимание этой темы все еще было довольно примитивным, поэтому он не смог полностью понять эту формацию. Даже при этом он все еще мог чувствовать, что черная формация невероятно сложная, и ограничивающие силы внутри нее беспрестанно переплетались и менялись. Ему было ясно, что это ограничение ничуть не уступало тем, что он видел раньше. Это запечатывающая формация. Ты из Царства Бессмертных, так что ты, возможно, и не поймешь ее, но эта формация сейчас держит в ловушке и меня, и саблю кровавого облика небесной лисы. Моя просьба очень проста — вытащи эту саблю из формации. Конечно, я не прошу тебя сделать это просто так. Я могу управлять этой саблей кровавого облика небесной лисы, и, если ты сможешь вытащить меня отсюда, я могу остаться рядом с тобой, чтобы помогать тебе в битвах в течение следующих 100 тысяч лет, с серьезным выражением лица сказал Ши Цинхоу. Ты хочешь, чтобы я вытащил саблю из этой формации? Боюсь, что вы слишком высокого мнения обо мне. Это невероятно мощное ограничение, и у меня, безусловно, нет никаких шансов его разрушить, покачав головой, ответил Хань Ли. Конечно, только с помощью твоих собственных сил это невозможно, но я уже бесчисленное количество лет заперт в этой сабле, и через саблю мне удалось очистить большую часть формации, поэтому я могу ослабить для тебя большую часть ее силы, с улыбкой сказал Ши Цинхоу. В таком случае я могу подумать над вашим предложением, но я предполагаю, что, помимо этого, есть еще какие-то препятствия, чтобы вытащить саблю из формации. В противном случае, вы бы, безусловно, уже давно освободились, задумчиво произнес Хань Ли. Конечно. Я могу ослабить большую часть силы формации, но, чтобы вытащить саблю, понадобится, по крайней мере, сила стадии высшего зенита. Вдобавок ко всему, пока я буду подавлять формацию, я не смогу сдерживать саблю кровавого облика небесной лисы, поэтому, как только ты соприкоснешься с ней, тебя накроет обратной реакцией от безграничного гнева, заключенного в сабле, и только 3 высших закона смогут тебя защитить. Я предлагаю тебе эту сделку только потому, что ты освоил законы времени, кивнув, ответил Ши Цинхоу. Хань Ли, услышав это, опустил голову, задумавшись, и долго молчал. «Что вы думаете о моем предложении?» — спросил Ши Цинхоу, пытаясь получить ответ от Хань Ли. «Хотя это правда, что это взаимовыгодная сделка, боюсь, вам придется найти кого-нибудь другого». «Прошу прощения», — покачав головой, ответил Хань Ли. Увидев это, выражение лица Ши Цинхоу тут же слегка помрачнело, но Хань Ли не обратил на это внимания, повернувшись, чтобы уйти. «Подожди, ты хоть знаешь, что такое эта сабля кровавого облика небесной лисы? С этой саблей твоя сила увеличится, по крайней мере, в 10 раз. Я вижу, что ты на пике стадии Золотого Бессмертного. С моей помощью ты будешь непобедим на стадии Великого Объединения. Ну что, ты передумал?» — спросил Ши Цинхоу.
Это очень заманчивое предложение, но, в конечном счете, этой саблей будете управлять вы, а не я. Вдобавок ко всему, откуда мне знать, говорите вы правду или нет? Я только недавно попал в Серое Царство и не хочу идти на неоправданный риск, бесстрастно ответил Хань Ли. Услышав это, выражение лица Ши Цинхоу немного смягчилось, и он сказал: «Значит, ты сомневаешься в моей честности. Полагаю, это нормально. Что мне нужно сделать, чтобы ты поверил мне?» Хань Ли на мгновение задумался над этим вопросом, а затем ответил: «Если ты хочешь, чтобы я тебе доверял, то тебе нужно согласиться на два моих условия». «Говори», — предложил Ши Цинхоу. «Во-первых, я хочу знать, кто ты. Я предполагаю, что ты не дух этой сабли кровавого облика небесной лисы. Вдобавок ко всему, я хочу знать, кто такой этот Ин Чин Цуань и какая между вами вражда», — сказал Хань Ли. «Зачем тебе это знать?» Слегка нахмурившись, спросил Ши Цинхоу. «По правде говоря, я могу освободить тебя из этого места, но я не хочу при этом навлечь на себя неприятности. Если ты не объяснишь мне это, то я не соглашусь на твое предложение», — ответил Хань Ли. Услышав это, на лице Ши Цинхоу появилось сложное выражение, и он, помолчав, ответил: «Хорошо, если ты настаиваешь, я могу ответить на твои вопросы, но предупреждаю, что знать слишком много не всегда хорошо». «Может быть, и так, но я все равно хотел бы услышать твой ответ», — с улыбкой сказал Хань Ли. Глава 714. Извлечение сабли. Почему мне кажется, что я попался на уловку? Будь что будет, я расскажу тебе, что ты хочешь знать. Это правда, что я не дух этой сабли. Вместо этого раньше я был всего лишь одной из душ, попавших в ловушку этой сабли, после того, как она убила меня. Однако, благодаря моей высокой базе совершенствования, моя душа не была полностью ассимилирована безграничной силой озлобления, заключенной в сабле. Вместо этого мне удалось почерпнуть некоторые секреты сабли, и это позволило мне дожить до этого момента в таком виде, рассказал Ши Цинхоу. «Кем вы были до своей смерти, и какова была ваша база совершенствования?» Спросил Хань Ли, и в его глазах промелькнул проблеск удивления. В данный момент его духовное чувство было не слабее, чем у таких культиваторов на поздней стадии высшего зенита, как Сулю и Бише, но даже он не смог противостоять безграничной силе озлобления внутри сабли кровавого облика небесной лисы. Однако Ши Цинхоу не только смог это сделать, но и даже смог получить контроль над саблей, и это было то, чего Хань Ли должен был опасаться. «Не испытывай мое терпение, наглый мальчишка. Ты что, хочешь, чтобы я рассказал тебе всю историю своей жизни и все искусства совершенствования, которые использовал? Мне нужна твоя помощь, но это не значит, что ты можешь требовать от меня все, что захочешь», — холодным голосом сказал Ши Цинхоу. Хань Ли поспешно, извиняясь, сложил кулак и сказал: «Прошу прощения, старший. Вам нужно лишь ответить на 3 вопроса, которые я задал ранее». Из-за своей осторожности и любопытства он рефлекторно хотел узнать о Ши Цинхоу побольше, но, поспешив, он случайно перешел черту. Ши Цинхоу, холодно фыркнув, ответил: «Прежде чем меня убили, я был монархом одного региона в Сером Царстве, а тем, кто убил меня, был Ин Чин Цуань, монарх адского региона». Раскрыв все это, он закрыл глаза, не желая больше ничего говорить. Хань Ли, услышав эти 3 ответа, задумался, и он долго молчал, прежде чем продолжить. «Хорошо, первое мое условие выполнено. Второе мое условие заключается в том, что я хочу внедрить в ваше тело несколько ограничений, чтобы иметь над вами некоторый контроль». «Хорошо», — без колебания ответил Ши Цинхоу, даже не спросив, какие ограничения Хань Ли собирается внедрить в его тело. Хань Ли, услышав это, слегка удивился, но затем быстро взял себя в руки и, извиняясь, сложил кулак по отношению к Ши Цинхоу. «Прошу прощения за вторжение». Ши Цинхоу, полосой белого света, вылетел из сабли кровавого облика небесной лисы и направился к Хань Ли, который начал читать заклинание, а затем прикусил кончик языка, прежде чем выплюнуть шар кровяной эссенции. По велению Хань Ли кровяная эссенция зашевелилась, словно живое существо, быстро превратившись в бесчисленное множество своеобразных багровых рун. В этот момент межбровье Хань Ли замерцало полупрозрачным светом, из него выстрелило несколько полупрозрачных нитей, которые, слившись с багровыми рунами, тут же исчезли в межбровье Ши Цинхоу. На межбровье Ши Цинхоу тут же появилась серия багровых узоров, которые в мгновение эйка распространились по всему его телу. Однако эти багровые руны лишь несколько раз вспыхнули, прежде чем исчезнуть, как будто ничего и не было. «Готово», — заявил Хань Ли. Ограничение, которое он только что установил, было особой секретной техникой, которая действовала непосредственно на душу.
Она была довольно похожа на ограничение, которое он внедрил в тело Мо Буана, но на этот раз он использовал свою кровяную эссенцию в качестве посредника, чтобы в определенной степени связать себя и Ши Цинхоу. С этим ограничением он сразу же узнает, если Ши Цинхоу задумает что-то против него, но в то же время он тоже не сможет просто так причинить вред Ши Цинхоу. Это было довольно справедливое и равноправное ограничение, и именно то, как легко Ши Цинхоу согласился на его условия, убедило его установить такое ограничение. «Я уже выполнил оба ваших условия, так что теперь наша сделка в силе, верно?» — спросил Ши Цинхоу. «Верно», — без колебаний ответил Хань Ли. Услышав это, на лице Ши Цинхоу появилась легкая улыбка, и он полосой белого света вернулся в саблю кровавого облика Небесной Лисы. Внезапно из сабли кровавого облика Небесной Лисы вырвался невероятно яркий белый свет, после чего во все стороны выстрелили полосы белого света, похожего на мех. Окружающее черное ограничение, по-видимому, почувствовало надвигающуюся угрозу и тоже засветилось, прежде чем выпустить клубы черных облаков, которые устремились к полосам белого света. Между ними началось яростное столкновение, и черный и белый свет начали беспорядочно мерцать, ни один из них не мог одержать верх. Как раз в этот момент изнутри сабли раздалось тихое заклинание, после чего она задрожала, когда вспышки белого света, похожего на жидкость, хлынули наружу, прежде чем, по лезвию сабли, слиться с каменной платформой внизу. Черные узоры на формации быстро стали белыми, и облако черного света тут же начали тускнеть, после чего полосы белого света пробили их, прежде чем они полностью исчезли. Свет, исходящий от черного ограничения, разделился по обе стороны, образовав проход достаточно широкий, чтобы туда мог пройти человек, но из-за того, что весь белый свет был направлен на то, чтобы противостоять ограничению, белый свет, исходящий от самой сабли, стал довольно скудным, и из сабли начали подниматься клубы черного тумана. «Вытаскивайте саблю. Быстрее. Я не смогу долго это делать», — встревоженно сказал Ши Цинхоу. В этот момент все тело Хань Ли было окутано сияющим золотым светом, который образовал вокруг него золотые доспехи. Он тут же, не колеблясь, пришел в движение, полосой золотого света, пролетев сквозь отверстие в черном ограничении, прежде чем оказаться рядом с саблей кровавого облика Небесной Лисы и схватить ее за рукоять. Черный свет, исходящий от сабли кровавого облика Небесной Лисы, взметнулся вверх, распространившись во всех направлениях, образовав плотное черное кольцо. Правая рука Хань Ли и половина всего его тела были поглощены черным кольцом, и в его сознание по руке тут же хлынул поток невероятно грозной силы ярости. Однако, в этот момент все его тело было окутано силами закона времени, поэтому, как только вспышка силы озлобления вошла в его тело, она была сильно подавлена и могла продвигаться лишь с невероятно низкой скоростью. Несмотря на то, что вспышка силы озлобления еще не проникла в сознание Хань Ли, она была настолько сильной, что Хань Ли все равно почувствовал, как его сознание начало сильно бурлить. Он, стиснув зубы от этого сильного дискомфорта, направил всю свою бессмертную духовную силу, одновременно с силой поднимая руку. Из его рук вырвался поток чудовищной силы, который заставил близлежащее пространство беспрестанно рябить. Вся каменная платформа сильно задрожала, как и весь черный свет, исходящий от формации, а точка соединения между саблей кровавого облика Небесной Лисы и каменной платформой начала сильно гудеть и дрожать, но сабля все равно оставалась на месте. Хань Ли, увидев это, тут же сложил ручную печать. Из его тела одна за другой вылетели проекции истинных духов, которые на мгновение покружились вокруг него, прежде чем снова исчезнуть в его теле. Раздался оглушительный грохот, когда из его тела вырвался сияющий фиолетово-золотой свет, и он мгновенно превратился в фиолетово-золотого дьявольского божества. Его аура мгновенно значительно возросла, заставив весь пруд сильно задрожать, и дьявольское божество, широко раскрыв глаза, издал тихий рев, изо всех сил потянув за саблю. Раздался сокрушительный взрыв, когда точка соединения между саблей и каменной платформой разрушилась, оставив после себя огромное отверстие. Дьявольское божество, крепко сжимая в руке саблю кровавого облика Небесной Лисы, отлетел назад, прежде чем врезаться в стенку пруда. Когда сабля кровавого облика Небесной Лисы была извлечена, черный свет, исходящий от ограничения на каменной платформе, быстро погас, после чего сама каменная платформа рассыпалась на кучу камней. Из каменной платформы вылетел шар белого света, который затем исчез в сабле кровавого облика Небесной Лисы, и черный свет, исходящий от сабли, тут же был подавлен. Ши Цинхоу, во вспышке белого света, вышел из сабли, и его глаза горели от радости, когда он проревел. Наконец-то, после стольких лет, проведенных в ловушке этого богом забытого места, я, наконец, свободен. Ин Чин Цуань, ты ответишь за то, что сделал со мной. Тем временем дьявольское божество быстро вернулся к человеческому облику Хань Ли, и он молча, не мешая ему, наблюдал за Ши Цинхоу. Ши Цинхоу, запрокинув голову, издал громоподобный рев, выплескивая всю свою ярость и негодование, которые бесчисленное количество лет копились в нем. Некоторое время спустя радость на его лице начала медленно угасать, и он, повернувшись к Хань Ли с улыбкой, сказал:
прошу прощения, я так долго был в ловушке, что, вырвавшись на свободу, не смог сдержать своего возбуждения». «Все в порядке, я понимаю ваши чувства», — ответил Хань Ли. «Теперь, когда я свободен, давай уходить отсюда. Мы только что создали немало шума, так что сюда кто-нибудь может прийти», — сказал Ши Цинхоу. Хань Ли, кивнув, посмотрел на саблю кровавого облика небесной лисы в своей руке. Несмотря на то, что Ши Цинхоу подавил силу озлобления внутри сабли, она все еще излучала грозную ауру, и он пытался придумать способ подавить и ее ауру. Ши Цинхоу видел, о чем беспокоится Хань Ли, и он сказал: «Те черные кристаллы — это мифический черный нефрит, и он очень эффективен в сокрытии зловещей ци и силы озлобления. Сделай из этого материала ножны, и ты сможешь скрыть большую часть ауры сабли кровавого облика небесной лисы». Глава 715. Ножны. Услышав это, Хань Ли повернулся к куче камней, которые он ранее отбросил в сторону. Он читал о мифическом черном нефрите в некоторых из собранных им писаний. Это был невероятно ценный вид руды Серого Царства, и, как и сказал Ши Цинхоу, он действительно мог скрывать ауры зловещей ци. Однако, ни в одном из писаний не было ни иллюстраций, ни физических описаний этого материала, поэтому Хань Ли не смог его опознать. Хань Ли взмахнул рукавом, чтобы высвободить вспышку лазурного света, которая оттеснила окружающую воду в пруду, а затем, подхватив черные кристаллы, отнесла их к нему. Затем он открыл рот, чтобы выпустить шар лазурного пламени, чтобы начать очищать этот материал. Сущность огненного ворона в данный момент все еще спала, поэтому ему оставалось лишь использовать свое зарождающееся пламя. «Подожди, твое пламя наполнено бессмертной духовной силой, и это очень сильно повредит мифический черный нефрит», поспешно сказал Ши Цинхоу, подняв руку, чтобы остановить Хань Ли, а затем щелкнул пальцем, и вся ближайшая зловещая ци тут же сошлась к лазурному зарождающемуся пламени, прежде чем слиться с ним. В результате лазурное пламя быстро стало серым, и Хань Ли, увидев это, слегка удивился. Зловещая ци и лазурное зарождающееся пламя ничуть не конфликтовали друг с другом. Вместо этого они идеально слились воедино, и такой уровень контроля над зловещей ци превосходил тот, которым сейчас обладал Хань Ли. Хань Ли взглянул на Ши Цинхоу, а затем сделал ручную печать, и серое пламя тут же окутало мифический черный нефрит, издав шипящий и потрескивающий звук. Почти час спустя мифический черный нефрит, наконец, расплавился, превратившись в шар черной жидкости, и эта жидкость, по велению Хань Ли, медленно начала вытягиваться, образуя черные ножны такого же размера, как и сабля кровавого облика небесной лисы. Ши Цинхоу указал пальцем на ножны, и вся ближайшая зловещая ци снова сошлась, образовав нити серого света, которые слились с ножнами. На поверхности ножен тут же появилась серия узоров, и Хань Ли надел их на саблю кровавого облика небесной лисы. Сила озлобления, исходящая от сабли, тут же значительно уменьшилась. «Благодарю за вашу помощь, товарищ Даос Ши», — сказал Хань Ли, осматривая ножны. «Не стоит благодарности за такую мелочь. Я сильно перенапрягся, подавляя эту формацию, поэтому мне нужно немного отдохнуть и восстановиться. Можете позвать меня, если вам понадобится помощь в битве», — довольно холодно сказал Ши Цинхоу, а затем полосой белого света вернулся в саблю кровавого облика небесной лисы. Хань Ли не был озадачен холодностью Ши Цинхоу. На самом деле, это вселило в него чувство уверенности. Он взмахнул рукавом, чтобы выпустить цепочку черно-белых талисманов, а затем влил в эти талисманы ряд рунных печатей. Талисманы тут же превратились во вспышки черного и белого света, которые окутали саблю кровавого облика небесной лисы, образовав черно-белый кокон света. С этим дополнительным ограничением зловещая ци, исходящая от сабли кровавого облика небесной лисы, была еще больше подавлена до такой степени, что ее практически не было заметно. Хань Ли, увидев это, удовлетворенно кивнул, и он, убрав черно-белый кокон света, вылетел из пруда. В этот момент солнце уже взошло, и Хань Ли, потратив немного времени, чтобы определить местоположение лодки, полосой лазурного света устремился в том направлении. Примерно через полдня он догнал лодку, а затем, незаметно, пробрался в свою комнату. «С возвращением, товарищ Даос Хань», — сказал Даос Се, поднимаясь на ноги. «Пока меня не было, ничего необычного не произошло?» — спросил Хань Ли. «Нет, но Ши Чуанькун приходил. Он увидел ограничения вокруг комнаты, поэтому оставил талисман голосовой передачи и ушел», — сказал Даос Се, доставая черный талисман голосовой передачи. Хань Ли принял талисман, а затем, влив в него свое духовное чувство, быстро раздавил его. Ши Чуанькун пришел, чтобы спросить его о пилюлях подавления зла. Было ясно, что Ши Чуанькуну было тяжело в этой насыщенной зловещей ци среди Серого Царства, поэтому он собирался как можно скорее изготовить партию пилюль подавления зла.
он перевернул руку, чтобы достать белый талисман голосовой передачи, в которой он кратко что-то сказал, прежде чем выпустить его, отправив полосой белого света в комнату Ши Чуанькуна. После этого он создал вход в домен ветви цветка, а затем, повернувшись к Дао Сусе, сказал: «Братья, мне нужно на какое-то время уйти в уединение. Пожалуйста, продолжайте за мной присматривать». «Хорошо», — кивнув, ответил Дао Се, и Хань Ли вошел в пространство ветви цветка. Он сел в своей секретной комнате, чтобы помедитировать, привести себя в наилучшее состояние, прежде чем начать изготовление пилюль. Более чем через 2 часа он открыл глаза и, кратко пробежавшись по рецепту пилюли подавления зла, взмахнул рукавом, чтобы выпустить серебряный котел. После этого он выпустил изо рта поток зеленого зарождающегося пламени, которое окутало котел. Его зарождающееся пламя было немного слабее, чем его пламя сущности, но для изготовления пилюли подавления зла его было более чем достаточно. Духовные узоры на серебряном котле быстро загорелись, и весь котел постепенно начал нагреваться. Хань Ли сделал ручную печать, чтобы высвободить шар лазурного света, который подхватил зеленое духовное растение, прежде чем перенести его в котел. Духовное растение быстро расплавилось, превратившись в шар светло-зеленой духовной жидкости, после чего в котел бросили еще один ингредиент. Несколько лет пролетели в одно мгновение. Внутри секретной комнаты серебряный котел все еще был окутан лазурным пламенем, а его крышка беспрестанно дрожала и гремела. Хань Ли пристально смотрел на котел, и, немного погодя, он внезапно выбросил вперед ладонь, отправив в котел вспышку лазурного света. Зеленое пламя вокруг котла тут же погасло, а крышка отскочила, упав на бок. По воздуху разнесся острый аромат, и внутри котла лежали 5 пилюль подавления зла. Хань Ли, увидев это, слабо улыбнулся, и он, достав 5 пилюль из котла, убрал их в черный нефритовый флакон, а затем тоже убрал серебряный котел. За последние несколько лет он изготовил почти 20 пилюль подавления зла. Забавно, но у него все еще остались кристаллы таинственной Зоисии и трава горького украшения, но все дополнительные ингредиенты закончились, чего он не ожидал. Однако, этой партии пилюль ему должно было хватить на какое-то время. В следующее мгновение Хань Ли исчез с места, прежде чем снова появиться в своей комнате на корабле, и Дао Се, увидев его, поднялся на ноги. «Брат Се, ты все это время был здесь, твоя аура не пострадала от зловещей Ци?» Внезапно спросил Хань Ли. «Мое тело — это тело марионетки, поэтому в него не так-то просто проникнуть. Вдобавок ко всему, в моем теле есть сила молнии, поэтому зловещая Ци здесь никак на меня не влияет», — спокойно ответил Дао Се. «Рад это слышать. Пока я был в уединении, ко мне кто-нибудь приходил?» — спросил Хань Ли. Дао Се не ответил, просто достал стопку талисманов голосовой передачи. Хань Ли принял талисманы, прежде чем по очереди изучить их содержимое, после чего обнаружил, что почти все они были от Ши Чуанькуна, и еще одно было от Мо Гуана, который спрашивал Хань Ли, как им поступить. Хань Ли вышел из своей комнаты, а затем, перевернув руку, достал талисман голосовой передачи, в которой он кратко что-то сказал, прежде чем выпустить его. Талисман голосовой передачи, пролетев по воздуху, в мгновение ока исчез в комнате Мо Гуана, после чего он направился к комнате Ши Чуанькуна и, сделав ручную печать, выпустил вспышку белого света, которая исчезла в черном ограничении вокруг комнаты. Ограничение вокруг комнаты быстро начало пульсировать, прежде чем исчезнуть, после чего дверь распахнулась. «Вы, наконец, вышли из уединения, товарищ Дао Сли. Пожалуйста, входите», — немного хриплым голосом сказал Ши Чуанькун. Хань Ли, подняв бровь, вошел в комнату, после чего дверь закрылась, и черное ограничение было восстановлено. В комнате было довольно темно, и в этот момент Ши Чуанькун сидел в углу комнаты, а над его головой парила серебряная лютня, которую он получил в руинах секты истинной мантры. Рядом с лютней парил серебряный значок, усеянный серебряными звездными узорами, и это было другое бессмертное сокровище с пространственным атрибутом, которое он получил у входа в руины секты истинной мантры. 2 пространственных бессмертных сокровища испускали всплески серебряного света, которые образовали вокруг Ши Чуанькуна сферический световой барьер, а вокруг него также парили многочисленные серые флаги формации, образуя сложную формацию, которая создала еще один, внешний, серебряный световой барьер. Ши Чуанькун сидел в центре всех этих ограничений, выглядя очень плохо. Его волосы были растрепаны, глаза ярко светились красным, а вокруг его тела кружилась зловещая Ци, из-за чего он выглядел так, будто вот-вот сойдет с ума. «Что с тобой, товарищ Дао Ши?» С удивленным выражением лица спросил Хань Ли. «Из-за зловещей Ци здесь у меня начался распад зловещей Ци. Я не ожидал, что в Сером Царстве будет так много зловещей Ци. Я перепробовал все, чтобы сдержать ее, но все еще не могу полностью блокировать ее», — с кривой улыбкой ответил Ши Чуанькун. Друзья,
Эти главы, когда единственный путь к исчлению пролегает прямо через логово врага. Зловещая Ци уже не просто отравляет, она перестраивает саму природу Ханли изнутри. Пилюли лишь сбивают жар, но не уничтожают корень болезни. Единственное истинное средство — пруд очищения от зла в городе Асури, в самом сердце адского региона. Путь туда один — проникнуть под видом участника местной конференции, притворившись своим среди тех, кто уничтожил бы его за одно неверное движение духовной силы. Чтобы выжить на этом пути, Хан Ли заключает сделку с духом падшего монарха, запертым в проклятом клинке. Столетия заточения в металле из чистой ненависти не делают такого союзника надежным. Это живая бомба замедленного действия. Но выбора нет. Дух сражается, Хан Ли держит поводок. Пока герой выторговывает секунды жизни этим опасным союзом, новый удар настигает его с другой стороны. Напарник теряет рассудок под натиском токсичной магии, а запасы ингредиентов для антидота иссякли. Впереди самая отчаянная точка всего путешествия — чужая территория, обезумевший союзник за спиной и непредсказуемый дух в руке. Хан Ли загнан в угол, где единственный выход — идти вперед. Готовлю продолжение.